Так поздно, а братцу Сяо Яню все не спится. 别管他们， 你们亲够了没？不把本小姐放在眼里是吧？ Что произошло в комнате между Сяо Янем и Сюнер, от чего они даже покраснели? Это сюжет оригинала, которого не было в серии, но он довольно интересный и показывает, насколько близкие отношения у Сяо Яня и Сюнер. Они стояли наедине, и между ними царила напряженная, но наполненная чувствами атмосфера. Девушка, явно обеспокоенная, мягко касалась его щечки и говорила, что не сможет остаться с ним надолго, иначе это принесет ему проблемы. Ее голос был пропитан заботой, и она напоминала ему о том, что после ее ухода ему придется снова полагаться только на себя. Эти слова заставили Сяо Яня напрячься, и он инстинктивно обнял ее за талию, стремясь удержать ее рядом. Смотря прямо в ее глаза, он задал вопрос, который давно крутился у него в голове. «Когда я смогу посетить царство Гу и увидеть тебя снова?» Услышав это, Сюнер сладко улыбнулась. Ее ответ был полон уверенности и поддержки. Она сказала, что если он уверен в себе, он сможет прийти к ней в любое время, независимо от того, что случится. Она всегда будет на его стороне, что бы ни произошло. Сяо Янь медленно кивнул, чувствуя ее искренность. Он крепко обнял девушку, словно желая показать ей, что понял ее слова и готов на все ради их будущего. Шепотом он пообещал, что не будет вести себя безрассудно, ведь его ждет много вызовов и опасностей на пути в царство Гу, но был полон решимости доказать клану, что ее выбор был правильным. Сюнер, услышав его слова, улыбнулась и опустила голову. Ее сердце подсказывало, что он справится, ведь только перед Сяо Янем она могла открыто улыбаться и чувствовать себя в безопасности. Кстати, ребята, недавно на канале стала доступна функция спонсорства. Это прекрасная возможность поддержать канал и помочь в дальнейшем развитии. От меня мега благодарность всем, кто решится. Тот, кто станет первым спонсором, я прям готов расцеловать его и лично поблагодарить в ролике. Итак, Сяо Янь, погруженный в свои мысли и эмоции, не отрывал глаз от лица Сюнер. Ее улыбка была настолько очаровательной, что его сердце начало колотиться еще быстрее. Его рука, лежавшая на ее талии, невольно начала двигаться и через мгновение коснулась ее нежной кожи. От неожиданного прикосновения лицо Сюнер стало заливаться румянцем. Сяо Янь чувствовал, как в нем загорается страсть, и он уже не мог сдерживать бушующее в нем пламя. В этот момент лицо Сюнер стало еще более багровым. Сяо Янь наклонился и поцеловал ее. Сюнер оказалась подвержена еще более сильным эмоциям, и она потеряла контроль над своей огромной силой, которая в нормальных условиях позволяла ей пронзать пространство. Сяо Янь начал медленно стягивать с нее одеяло. Однако, когда страсть достигла пика, их прервал сухой кашель старика, раздавшийся из-за двери. Голос, пропитанный мощной доу ци, мгновенно вернул обоих к реальности. Вернув себе ясность ума, Сюнер поняла, в какой ситуации она оказалась, и что ее платье было наполовину снято. Ее лицо покраснело, и она в сердцах посмотрела на Сяо Яня, затем схватила одеяло, чтобы прикрыться. Сяо Янь, смущенный и понимая свою вину, пытался оправдаться, но слова застряли у него в горле. Он не ожидал, что его самоконтроль так легко даст слабину. Сюнер, заметив его смущение, невольно улыбнулась, но вскоре снова приняла строгий вид. Преодолевая внутренние колебания, она неожиданно приблизилась и поцеловала его в щеку. Она объяснила, что ее родословная еще полностью не пробудилась, и если они перейдут границы до того, как это произойдет, это может иметь ужасные последствия. Иными словами, это нарушит процесс пробуждения ее родословной. В этом случае трудно представить, что сделает клан Гу с Сяо Янем. Она попросила его подождать до их следующей встречи. Пока Сяо Янь приходил в себя, двое стариков снаружи помещения не могли сдержать переживания. Их глаза, кажется, даже немного покраснели. Они все время стояли на страже Сюнер, но все-таки заметили, как она внезапно покинула свою комнату и проникла к Сяо Яню. Они особо не придавали ее поступку значения, но с течением времени они подумали, что что-то упустили. Сяо Янь и Гу Сюнер – молодые люди. И раз они теперь воссоединились, то наверняка похожи на сухое деревце и пылающий уголек, которое может перерасти в кое-что. Если бы они являлись обычными молодыми людьми, то ничего страшного. Старики бы определенно не вмешивались. Однако Гу Сюнер далеко не обычная девушка. В ее венах текла самая идеальная родословная клана Гу за последнюю 1000 лет. Если что-то случится, то клан Гу не отпустит Сяо Яня, даже если тот сбежит на край света. Старейшин тоже ждет расплата, так как они не смогли должным образом проследить за девушкой. Их судьбы не будут выглядеть особо лучше, чем судьба парнишки. Просто Сюнер была, уж слишком важна для клана Гу.
Сюнер была несколько смущена и поспешила уйти, переместившись к окну и исчезнув из комнаты. Старики не смогли сдержать радостный возглас, когда она вышла. Увидев перед собой двух старцев, Сюнер уже держала маску холодной равнодушности, хоть и выглядела немного покрасневшей. Тем не менее, ее голос звучал достаточно спокойно. Старики же, в свою очередь, расслабились. В ее ауре не ощущается изменений. «Полагаю, ничего не произошло», – прошептал один из стариков, вытерев холодный пот со лба. Предварительно он проверил состояние ее ауры. В своей комнате Сяо Янь сжимал одеяло, которым укрывалась Сюнер. На некоторое время он потерялся в эмоциях, но в итоге горько посмеялся и сел ровно. Когда он услышал, что сказала ему Сюнер напоследок, то, видимо, сейчас не самое лучшее для нее время вступать в отношения с мужчиной. Если двое старейшин клана Гу не вмешались бы, то наверняка он бы совершил сегодня ночью свою самую ужасную ошибку. Сяо Янь тихо вздохнул, постепенно успокаивая свой разум и восстанавливая ясность ума. Постепенно, придя в себя, на его ладони вновь показался свиток золотого цвета, который ему ранее передала Сюнер. Внутри него находились 3 оставшиеся печати из техники императорской печати. Вот такой интересный момент произошел между Сяо Янем и Сюнер. Хорошо, что все закончилось хорошо. Иначе Сяо Янь до конца жизни скрывался бы от клана Гу. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.